Пришли мы в Sky Garden. Получается, вот там на последних этажах какой-то огород зеленый. В Гарден нас не пустили. Вообще территория такая, как из фильма ужасов. Ну, наконец-то мы дошли до самой главной достопримечательности. Мы увидели яхту Абрамовича. Саша говорит, что это один из символов современного искусства. Посмотрите, как глубоко вы чувствуете эту энергетику этого песка. Видите, это завиточка. Значит, нужно быть аккуратным. Просто ручки и просто какие-то слова. Вот это мне понравилось. Это хотя бы рисовали. Пришли играть в шоу-футбол. Мы в Манчестере. И мне так сердце защемило. Я думала, все, это последний мой день жизни. И почему именно в Манчестере? Но я не смогу снимать, потому что сейчас опять опасность для жизни. Может, ты выйдешь, а? Коша, за эту комнату мы заплатили. А ты не платил. Всем приветик! Сегодня день 3, последний целый день у нас в Лондоне, к сожалению, но дальше мы еще поедем в другой город. Это пока секрет, у нас там большие планы. И мы вышли в город и покажу вам, как тут красиво. Честно говоря, Лондон, он настолько разный. Скажи, Сашок, в центре это один Лондон, я не знаю, пройдешь 4 квартала, там уже другой Лондон. Ну, так разнообразно, что каждый квартал, ну не каждый квартал, но, я не знаю, но очень все отличается. Ну, нету такого, прям все одно и то же, да. Есть какой-то старый город, как будто он, ну в старинном таком стиле, да. Есть и современно, есть и смесь, и вообще столько интересно. Ходить, не переходить, но я уверена, что 3 дня, ну, маловато, да? Ну, раза в 3 маловато. Да еще. Мы вчера вообще полдня потеряли, потому что ходили туда-сюда, а толком-то и ничего не увидели, да? Мы еще не были в районах миллионеров. А миллионеры должны быть в районах миллионеров. А сейчас мы приехали на метро, такой... как это сказать? Ну, офисные, наверное, офисные такие районы. Я думаю, тут богато. Тут что-то ты рассказывал. Только богатеи живут, работают. Ну, такие это зданиях. банковский район. Банковский район. И вот смотрите, вот высотки, все так современно. Тут же такой старинный домик классный. А там вообще, ну как замок какой-то, ну очень классно. И все так аккуратно. Сегодня, кстати, воскресенье, тихо. Вчера была суббота, очень громко, шумно. Ну, везде много людей. Такой шумный район в целом. Да. Ну и да, пока что утро, воскресенье. Поэтому... И мы сейчас идем, хотим попробовать сходить в Sky Garden. Попробовать. На высотку. Но у нас ничего не забронировано. И мы решили спросить, а вдруг пустят, вдруг там есть место. Вдруг кто-то не пришел. Да. Или еще И мы решили попробовать, попытать удачу. Если нас не пустят, да, мы не пойдем на Таврский мост, потому что тут недалеко, да? Пришли мы в Sky Garden. Ну вот, написано Sky Garden. Получается, вот там на последних этажах какой-то огород зеленый. Да, с деревьями, наверное, что такое. И там достопримечательно. Ой. И там очень красивый вид. Хотели тоже посмотреть, но мы не успели забронировать место и думали, можно просто спросить, прийти и без билетов войти. Потому что это же бесплатно. Но оказывается, скорее всего, у всех есть билеты. Вот в телефонах видно, что они показывают билеты, выходят. И там вот уже очередь. Даже не знаю, попросить, не попросить. В Гарден нас не пустили, зато мы повернули в другую сторону и решили пройти. Нашли тут такой, как костел какой-то. Но сам костел закрыт, а территория открыта. И тут столько белок, вообще много-много. Вот одна, они прям, смотрите, а они серого цвета почему-то. Мне казалось, что белки должны быть рыжие. Это может бурундук, а у бурундука 2 полоски, значит, это белка. Класс. Это одна? И вот какая еда? Только лимонад есть. Блин, офигеть. Почему они серые? Какие-то... А вот! Еще. Смотрите, сразу 2. Саша, смотри! Она что-то ищет. Такой хвост красивучий. Виталик, иди туда вообще близко. И вот... Они как крыски без хвостов выглядят. И побежали. Почему они такие шебутные? Они прям на 1 секунду не стоят на месте. Блин, прикольно. Вообще территория такая, как из фильма ужасов. Все так заброшено.
О, офигенно, да? Туда еще можно пройти, посмотреть. Вот эта территория, она выглядит как Хогвартс. Идемте. Ой, господи. Хотя о чем я говорю, если я никогда не смотрела Гарри Поттера? Не, ну, Как Хогвартс. Ты смотри, ну давайте. А блин, он уже убегает? Не, я еще на мост. На мост. Блин, красивейшее место. Но там, где мы фоткались полчаса, там посимпатичнее. Классные пальмы здесь. Ну, наконец-то мы дошли до самой главной достопримечательности. Это Ставрский мост. Мы были тут, но в темноте, ничего не было видно. Тут, конечно, потрясающе. Посмотрите, сколько современных построек. Вот я вам говорю, что Лондон, конечно, настолько разнообразный, что классно. Тут тюрьма Тауэрская. Ну, пойдем на мост, у нас еще и дождь идет, как вы видите. Боже, я в шоке, мы на Тауэрском мосту. Я, честно говоря, даже не знала, что вот эти держатели голубого цвета. Вообще так офигенно, мечты сбываются, ребята. Мне все-таки странно, почему не красного цвета вот эти держатели? Ну ладно, не буду бузить. Очень красиво, ребята, это потрясающе. Посмотрите, мы увидели яхту Абрамовича. Ой, автобус красный. Красиво. Класс. Мы хотим проехать. 343. Может, еще получится. И яхта Абрамовича, ребят. Классно. Но она-то классная, только стоит как пол Лондона, наверное. Теперь пришли наша следующая локация. Это такой музей арт-искусства, короче. Здесь современного искусства. Мы не фанаты, но, возможно, мы просто не были в правильных музеях. Просто еще такой, смотрите, тоже, тут вообще классный район, но так, дождик. Мы только говорили вчера, вообще, воды нет дождя. Но вот сегодня есть дождь, и надо где-то прятаться, да? Ну да, варианты музеи, автобусы, Угу. То, что мы будем делать. кафешки, чуть позже. Забыла упомянуть, что эта галерея тоже бесплатная, как почти все музеи бесплатные. Все, что мы посетили, было бесплатно, кроме кафе. Тут мы зашли на 0-й этаж. Первое, что представлено, это здание, и в здании вот что-то такое, что-то летает. Ну, симпатично, кстати, выглядит. А на другой стороне какой-то гобелен. Тоже вот современное искусство, вот оно вот такое. И знаете, я нигде, ни в одной стране мира не видела таких вежливых людей. Это просто, это всегда, они всегда тебе уступят. Они никогда не, даже если вы в огромной очереди, они никогда тебя не подрежут. А если случайно подрежут, так извиняются. Сори. Типа, я сама, если случайно подрежу, тоже извиняюсь. И никто никогда не пройдет в дверной проем раньше тебя, потому что все тебя пропускают. Ты иногда можешь стоять очень долго и всех пропускать. Ну, вот тут так. Ну, и с ними, ну и самому это приятно так, ну, что-то придержать дверь, Да. вот, когда мы выходили, там, все такие, Да, так спасибо. Так мы тоже уже стоим в этой очереди, пропускаем людей и ждем эту благодарность. Ладно, идем дальше. И вот мы тут видим такое огроменное полотно. Вот оно, знаете, сделано, не знаю, из каких-то разных блестящих чешуек. Где-то прямоугольнички, квадратики. Ну, непонятно, что это за ткань. Что очень тяжелая. Как будто металлические вставки. Что это значит, кстати, ни одного объяснения нет. Здесь, наверное, Табличек нет. Каждый считает для себя что-то. Я ничего не считаю. Я считаю, что это тяжеленная Это много бандура. работы. Да, много работы, тяжеленная бандура. Не, ну это вот смотрите, вот вверх и вот так вот вниз. И вот только заканчивается. Ну, интересно, что это считает? Как думаешь, море? Пойдем дальше, что-нибудь еще более экстремальное. Давай. А вот вам еще один объект современного искусства. Это мягкий диван. Решила посидеть. Потому что, честно говоря, за 3 дня, это 3-й день, у меня ноги болят, что капец. Все-таки старею. Если раньше мы 3 дня могли по 30 тысяч шагов вообще на изике, сейчас уже, конечно, на 3-й день я чувствую себя уставшей. Потому что, ну, сложновато мне. Сегодня у меня ноги так болят, спать охота. Старость, ребята, наступает старость моя. На пятки мне уже наступает.
зашли в другой зал, и тут камни. Я, конечно, тот еще искусствовед, а тут камни, тут картинки, фотки. Блин, ну я ничего в этом не понимаю. Если честно, если бы мне дали Мона Лизу, я бы сказала, ну окей. Она такая маленькая, Ну. такая, да. И то, что она там, ее невозможно украсть, это я смотрела, и то, что она за пуленепробиваемым стеклом, мне пофиг, это реально как палец. Я ради этого даже не стала бы идти. Я не понимаю в этом ничего. Очень неплохо. Вот я от всего сердца не понимаю, что мне нужно здесь разгадать. Ну что вот, что? А вот это мне нравится, ребята. Такое я бы даже повесила у нас где-нибудь, да? Да. Эти точечки, они как-то прям, и эти бугорки с точечками, это прям красиво. Ну прям офигенно. И она, получается, на этой картине еще все меньше, 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 меньше точечки. То есть от больших к маленьким, 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 маленьким. Офигенно, да? А вот этот зал прям интересно, Ребзи, я вам скажу. Потому что тут такие темы поднимают. Вот сама художница, и она, ну, людей с ограниченными возможностями. То есть тема вот об этом. И вот картина. У нее, может, у самой протезы на ногах. И вот видно, тоже классно. Тут очень понятно, например, кукла с двумя пальцами. Или вот, тоже получить человек без ноги, с пальцами. Ну, короче, понятно, какую тему тут подняли. И это интересно, мне такое нравится, когда понятно, о чем говорится. И вот так выглядит. Офигенно, нет? Вот прям глубокая мысль, которую я поняла. Потому что все лежит на поверхности. И мне это нравится такое. Но это для меня, думаю, как и для всех, это деревня с бабулечкой. Только стульки были не такие крутые. Или вот. Как-то классненько. Мне даже тут нравится. Баночки, слоики, как Польша говорит. Такой уютный зал. А там что? Какой-то дом обрисованный. Вот это я ничего не поняла. А вот это уже хотя бы красиво. Камушки висят. Мы вчера, когда были в музее, там тоже такие кораллы были, камушки. И сегодня это наша тема. Короче, ребят, даже снимать не буду, потому что тут... Я даже не знаю, что тут рассказать. Нечего. Просто что-то. Для меня это все что-то. Не так-то прям красиво. Он синий, зеленый камушек. Классно. Камушки такие разнообразные. Это, наверное, тяжелая конструкция с этими камнями. Вот этот объект мне очень понравился. Это, знаешь, что-то из детства. Как мы вырезали фигурки, да, из бумаги. Это вот что-то оттуда, мне кажется. В таком стиле. Да. Ну я примерно так же рисовала. Классно. Это вот тоже поймите что-нибудь. Это что? Песок с ямкой. Это камень. Мы просто сюда пришли поглубиться. Просто ничего не понимаем, ходим как дураки. Вот это что? Просто вот кто-то в лесу каком-то нашел или на мусорке вот бревно и такой: я буду повезу в Лондон это. Это стоит, чтобы в галерее Лондона было. Вот это юрта. Интересные экспонаты, но мы их даже не показываем. Ну есть на их необычные. парочках. Они А вот это, красивые. Поэтому, ну, что с к ним привязаться. Не говори ты. А вот это выглядит как будто в строительном магазине. Вот эти палки деревянные. Это я даже не знаю, что тут говорить. Это какие-то лыжи старые, кривые. А вот это ромбик в стене. Ну, бред какой-то. Саша предложил, что мы неправильно все делаем. Надо идти и восхищаться. Посмотрите, как глубоко вы чувствуете эту энергетику этого песка. Экспонат, который не знаю, в коробке сидит. Ага. Я сейчас вам покажу его. Репси. Писсуар. Дополнительный антиквариат. Ой, антиквариат. Дополнительный этот
Ну, что-то. Чем вы должны ходить и восхищаться? Стоит столько. Сколько стоит? Сколько стоит? Не Кому знаю, нужен? много. Это легендарный предмет современного искусства. Капец. Саша говорит, что это один из символов современного искусства. А что написано? Автор. Больше 100 лет назад. Ну да. То есть 100 лет этому писсуару. Ну ладно, писсуар. Еще понятно. Ну просто царапина. И дерево рядом. Просто какая-то могилка. Не знаю, что это. Гробик. Гробик. Вот это мне понравилось. Это хотя бы рисовали. На фоне бабушкиного гадания. Да. Нет, Это хотя бы нарисовано. А не деревяшку поставить, блин, с унитазом столетним. Это же не унитаз, а писсуар. Вот это что? Квадрат улучшенный. А вот еще одно искусство, ребят. Видите, это за ниточкой. Значит, нужно быть аккуратным. Просто ручки и просто какие-то слова. Это что, блин, искусство? И это тоже искусство. Сашка. А вот вообще неожиданно встретить. На русском языке написано. Прикольно. Вышли из этого музея, и вид, ну сами видите, что говорить, потрясающий. Классные мосты, там такие современные мосты. Если честно, я что-то не уснула в этом арт-музее. Я думала, господи, что за нудятина? Я ничего не понимаю, мне скучно, спать хочется. Но спать мне хочется того, что мы еще не высыпаемся. Меньше 5 часов всего. Угу, капец. Мы зашли опять покушать в это заведение, где ели день назад. Нам очень понравился здесь столик. Но больше бургер понравился. И бургер тоже очень. И тут дают мороженое бесплатное и попкорн, который я уже почти сожрала. Но это классно. И тут цена-качество. Но вот этот бургер, он настолько вкусный, что я его хочу есть каждый день. Приятного аппетита. Боже, ребят, мы так вкусно поели еще в таком месте. Какой-то прям потрясающий вид. Этот дом вообще какой-то из сказки. Так здорово. Я еще доедаю пиво морожка. В том заведении дают бесплатное морожка. Что очень приятно, я такой первый раз вижу. Снимаем тут, едем на обычном общественном транспорте, автобусе, то бишь красном. Едем на Таурском мосту. Классно. Блин, офигеть, просто офигеть. Вот это лайфхак, ребята. Класс. Просто садитесь на 243 автобус. Желательно, чтобы впереди на втором этаже были свободные места. И едьте. И кайфуйте. Офигеть. Нам так повезло, что передние места были свободны. Сколько людей живет. Пришли играть в шаффлбол. Прикольная игра, но мы, конечно, нубасы полные. Ну ничего, за 2 балла. А нет, не засчитается. Сейчас играют Виталик и Саша. И то в эту игру нельзя играть втроем. Надо по очереди. Я уже веду 1-0. Выбил Сашу. Выбил Сашу. Как тут такой классный вид вообще. И самая главная фишка в этом заведении, что нам еще дают пиццу. 2 пиццы. И плюс игра еще играть. Классно вообще. Давай. Все. Хорошо. Sabotage. Sabotage. I'm not getting the sand.
Все, день закончился наш. Это было тяжело. Мы пришли домой. И смотрите, что у нас есть. Куча всего. И как вы понимаете, это все мы взяли с Too Good To Go за 2,5 фунта. Я даже не знаю, тут, наверное, сосиски в тесте. Нам дали вот такую еду. Какие-то макароны в соусе с шпинатом, с сыром. Такие бутербродики. Вот это что-то сладкое. Я сначала подумала, что это копченая курица. Почему-то, не знаю, ну похоже реально. Но это нет, это такое что-то сладкое. 6 багетов огромных. Не спрашивайте, как мы это будем есть. Просто не спрашивайте. Привет, Ребзя. Новый день. Сашка, ты здоровался? Привет. Видите, мы вот вышли только из трамвая. Сегодня мы уже без Виталика вдвоем. Виталик уехал в Польшу, а мы еще продолжаем. Дальше мы едем в Манчестер. Сегодня 5 часов с Лондона до Манчестера, 5 часов. Вот мы идем на станцию, на автобус, короче. На Флексбас, да. И в 5 часов будем ехать. Я буду спать лично, потому что из-за Виталика мы просыпаемся очень рано. Ранняя пташка. Пришли на остановку Флексбаса и ждем. Вот отсюда будем выезжать. Будем где-то днем, да, в Манчестере. А завтра у нас такая река. Вы не представляете, Сашка. Еще погуляем сегодня по Манчестеру. Вообще будет классно. А завтра поспим долго. Думали, что взяли самое козырное место. Мы думали, что мы будем на 2-м этаже при окне. Так было в плане автобуса. В итоге сидим пристегнутые, потому что можем влететь в водителя. И еще напротив водителя. Короче, надо было брать по левой стороне. И тут непривычно, тут все по правой стороне. Ну, в смысле, вождение по правой стороне. Ну, это, конечно, капец непривычно, но вид не самый лучший, но, в принципе, не ужасно. Зато у нас есть столик, положили, я буду спать. Уж 5 часов ехать, я буду смотреть и спать. Мы уже едем где-то 3,5 часа. И знаете, почему я смеюсь? Потому что у нас как-то неуравновешенный водитель. Он сначала, у нас была остановка, и он наругал всех людей. Я не знаю почему. Он еще так говорит на английском. Но он, короче, он встал посреди автобуса и стал ругаться. Не знаю, ну, я не знаю английский, но и стал ругаться. Ну, понятно, на английском, на все. А потом пришел какой-то парень, и парень не сказал ему спасибо. И он такой встал и вот так вот показывает, типа, ухом, я не слышу спасибо. И тот парень говорит, типа, простите, я не сказал спасибо, еще раз говорю, типа, спасибо. Он такой, о, все, теперь окей. И так психанул, уселся. Мне, честно говоря, не очень комфортно и приятно с ним ехать. Потому что, мне кажется, таких неуравновешенных людей за руль пускать нельзя. Вот что я думаю. Ну, думаю, что все будет нормально. Но первый раз такое вижу, если честно. Приехали в Манчестер и пока что в шоке. Да, от всего, наверное, да? Ну, нас чуть не сбила машина. Тут вообще не Лондон, конечно. Так, но я не смогу снимать, потому что сейчас опять опасность для жизни. Мы в Манчестере, в офигеннейшем районе. Тут классные новые дома, машины. Но есть одно но, ребят. Нам не подходит кот. И мы стоим уже битые, не знаю уже сколько минут. Еще тут собаки, если не гавкают, бедные. Думаю, что мы взлавим этот дом. Кот не подходит, и мы уже написали хозяину, но он может не отвечать. Ну, не может, а он не отвечает. И мы не можем заселиться. Вот так. Мы еще ехали, блин, вместо 5-6 часов, потому что там пробка была часовая. Авария. Ну, нет, на полчаса. Ну, полчаса где-то, да, быстрее. Ой, ребята, ну зато райончик прикольный. Вот этот райончик прикольный. А до этого бараки какие-то. А еще до этого Манчестер Сити стадион. Саша там плевался. Через забор. Через забор, да. Короче, знаешь, что делать? Ну, пошли, походим. Ну, где-то тут Да. пойдем. Все равно нет. Ну, вот эти собаки бедные, у них сейчас инсульт случится. Как у меня, блин, что-то случилось, ребят.
Во-первых, нас, ну это не Лондон, конечно. Во-первых, нас через дорогу не хотят пропускать, потому что тут нет такого общепринятого пешеходного перехода. Тут очень сложно понять, тут светофоры по-другому работают. Их тут, или их отсутствие. Люди тут спокойно переходят на красный свет, и это типа так положено. Но это еще ладно, если в Лондоне это было уже более-менее как-то понятно, то в Манчестере, ну это как в Лондоне, знаете? Это Лодзь, ну это не зря. Это как в Лондоне, да. Блин, города побратимы просто. Да, Красный кирпич и хамство. да. Ой, это точно. Мы уже И грязь. встретились с этим. А дома здесь действительно классные. Вот до этого я вот этот дом. Но до этого я чуть не получила инфаркт, потому что мы шли, спокойно разговаривали, и собака Мы шли возле ворот другого дома, и собака, короче, резко, я ее даже не видела, потому что высокий забор, она так захавкала, я как заору, до Лондона, чуть не слышали. Да. И у меня так сердце защемило, я думала, все, это последний мой день жизни. И почему именно в Манчестере? Хотя бы в Лондоне уже. Ну, пошли сдать, ходить, это что Ну, делать? стоять. Просто мы набираем код, мы даже набрали 2 кода примерно. Ну, ни один не подходит. Вот так, ребята, вот так бывает. И почему бывает с нами? Ну, я не знаю. Сначала мы в Варшаве не могли заселиться. В Лондоне все было нормально. Ну, там, отопление Отопления только не было. Ну тоже вот постоянно какие-то косяки. Ладно, пошли. Я надеюсь, что он сегодня повернется домой и прочитает это. Хорошо, что у нас интернет еще есть. Блин, с этими сумками. Покажи, какой чаруза. Вот у Саши вот такие огромные рюкзак. У меня такой же. Это хорошо, что мы еще с Виталиком отдали. Поесть будет меньше носить. Не, сейчас есть неохота. Попьем, давай попьем. Попьем. Выпьем. 100 грамм. Все, ребята, проблема решилась. Мы немножко прогулялись. Когда откроем, тогда... Ну да, вы еще не открыли. Мы немножко прогулялись, и Саша же написал этому хозяину, и хозяин написал: извини, я неправильно ошибся, написал тебе код. Типа отличается одной цифрой. Местами цифры. Ну, мы чуть-чуть, конечно, так и предполагали, но его нет дома, но зато его собаки есть. Собаки, вообще-то, это было единственное, почему мы выбрали этот дом. Это собаки. Мы увидели собак. Там вообще самоед, о котором мы когда-то мечтали. Ну, теперь понятно, чупсик в нашем сердце. И что еще? И Сибаину. Маленькая. И Сибаину мы тоже дружим. У нас есть во дворе Сибаину, которую мы просто обожаем. Она такая умная. Но мы все равно с этими собаками встретились, но все равно мы когда увидели на фотке, мы поняли, все, выбираем эту квартиру. Короче, хозяин извинился, мы идем, пытаемся открыть и посмотрим, удастся ли нам это. Держим за нас кулачки, крестики, нолики. Ура, открыли! Слышите, как собаки хавкают? Я надеюсь, они закрыты? Господи, открывай. Ребят, кто знал, что помимо собак здесь еще 3 кота и огромная ящерица. И огромная ящерица. Аквариум с ящерицей. Еще и с рыбкой. Привет. Я не подхожу ее гладить, потому что у меня уже есть опыт, они царапаются. Она зашла сразу и не выходит. Еще и села на нашу постель. Слышишь, киса? Это мы тут гости. Может, ты выйдешь, а? Кося. Как выгнать котов? Есть какой-нибудь лайфхак? Типа попросить уйти. Попросить. Киса. Мы сейчас быстро собираемся, уходим дальше. Она прям мечтает. А ее же нельзя закрыть, ее же надо открыть. Ну, как бы оставим приоткрыть. С собаками было, конечно, полегче в этом плане. С собаками всегда можно договориться. Они послушны, типа, Да. нельзя заходить, нельзя. А это мне кажется, что он по морде цапнуть хочет. Ну ладно, иди, разберемся. Ладно, нам всего лишь 1 ночь, поэтому подружимся. Тут прям так хочешь, чтобы ты погладила. Смотри, лащится. А сейчас как цапнет. Жопой. Чупсик сейчас там возмущен, как... И сразу такая, теперь цапну я. И что? Мы будем договариваться, котейка?
Если мы выйдем, типа... Второй ждет. Ну, кот. Посмотрите, да что происходит? Да затаковали. Он еще как бы... Слава богу. Эй, может, ты пойдешь с нами? Пошли. Там останешься? Смотрите, она не хочет уходить. Эй, кс-кс. Мы уходим. Давай. Короче, сделаем тогда обзор комнаты. Кошка, кровать, этот шкаф, наша обувь. И мы сейчас идем гулять. Ну, выйди, пожалуйста. Чама. Или сям. Ребят, у нас 2 кота теперь. Видите этот хвост? И уши. Капец, блин. Как выгнать котов? Я счастлива, что вы гостеприимные. Но мы сейчас уходим, а вы останетесь запертой дверью. О, смотри, твой друг уходит. Может, ты как-нибудь уйдешь? Ладно, разберемся. Вот еще один кот. Но самое интересное, это вот эта ягуана. Ребят, мы, конечно, многое видели, но ягуана еще нет. И вон Беляш лежит. Он, блин, Чупсика бы такого друга не помешало. А вот это что, фиг знает. Это все из Звездных войн. Он Звездные войны, его найти. Ну да. Ну ладно. Как вот эту бандурину притащить? Ладно, пошли. Я вот хочу показать на примере, как это происходит. Вот мы здесь стоим, это типа пешеходный переход. И тут нету светофора, но при этом, ну, дорога большая, и вон сколько машин ездят. Получается, по той стороне едут. И вот женщина просто переход, типа посмотрела, нету машины, пошла. Ну, хотя не зеленого, и только у машин, говорит, красно, они стоят, и в это время ты типа идешь. Ну, не камильфо под машинами бегать. Ужасно как-то. Ну, так вы просто посмотрите, тут прям трасса, тут. И тут как бы Ставили такая хотя бы трасса, вот ну. эту с кнопкой уже. Там Да. хотя бы видно, зеленый или красный. И ничего не А понятно, вот да. и тут нету. А вот тут, если как переходить вот эту Просто трассу. тебе надо смотреть Да. по сторонам, понимать, Просто, что видно, что не да, просто ты идешь, смотришь по сторонам и смотришь, едет или нет. Блин, пахнет едет. Успокоительной. травкой. Ну, Фу. тут нервная, А кто это курит здесь? не знаю, Реально кто-то курит, травкой пахнет. тяжелая жизнь тут Ну. какая-то. Мы в Чайна-таун шли где-то от нашей комнаты, где мы снимаем 30-40 минут. Дошли до Чайна-таун, дошли гуляем. Что-то нас тут не радует, как пешеходу вот точно. Ну да. Сейчас так-то... Я Очень- люблю, чтобы все было четко, понятно, а тут как-то немножко не совсем. Вообще не понимаю. Не, ну бывает пешеход, эти Ну и переходы. он только в центре мы светофоры встретили светофор. Ну чаще всего вот так вот выглядит дорога, и просто Ну. переходи, когда Вот так безопасно. вот выглядит. Просто все переходят, где хотят. Но на самом деле, наверное, не знаю, просто, наверное, нам это непривычно. А другие даже не Ну обращают на это это внимания. опасно, как будто. Но мне это, особенно когда Ну, трасса, в Лондоне вот же это все не хорошо очень, да. организовано. Ну это Лондон, это Манчестер. Ну тут сэкономили. Хотя- Много на чем. Они просто платят много футболистам, поэтому не до улучшения города. Зашли в китайский магазин, такой настоящий, где куча только китайцев, которые закупаются. Продуктов, Но, мало места. да. И на кассе китайцы, и обслуживают китайцы, сам Ну, это магазин их район, обслуживают, это да. мы там были лишние. Гости. И мы очень долго выбирали, что мы хотели купить, попробовать. В итоге ничего там не понятно, какие-то шкуры, Ну, снеки лапы. острые. Ну, лапы вряд ли куриные, стоит что-то везти. не решилась я. И если бы были какие-то, знаете, там сухие креветки, типа чипсы с креветками, там что-то более-менее аппетитно для европейцев, можно было бы взять. Но мы такое искали, но ничего такого не нашли, а решили хотя бы напиток взять. Еще там эноки, грибы. Ой, я интересно. так хотела взять эноки, но Саша говорит, Может завтра еще. Если завтра- Ну, не знаю. Вести, ну я больше не видела, что пока они не продавались. доедут.
А что с ним станет? Ну, понятно. Ну, вопрос еще с места рюкзака. Ну, оно там немного. Ладно, еще подумаем. Ну, все тогда. Ну что, Сашка Ну, вычитал, говорит, это выглядит- корейское. Это же корейские, по-моему. Ну, мы откуда знали? Просто Нет. самое аппетитное из Не, мы всего ж- нашли. Цель была не купить китайское, А. просто что-то Что-то интересное необычное, попробовать. да. Давай, ты первый пробуешь. И выбирали из вкусов, типа, чтобы была не лакрица, не травы, муравы. Пахнет мощно. Да? Вдруг вкусно. Очень газированный, вкусный. Вкусно? О, ну завтра пойдем за иноками и вот вторую партию берем. Сашка, да? Но дорого. Один, кстати, 40, да. Я сейчас попробовала, прям вообще так вкусно, я попробую. Слушайте, не прогадали, так долго ходили, толпились. Ну, не знаю, вкуснее фанты, типа. Как будто. Короче, запоминайте, если увидите, подержи. Более насыщенный вкус такой. Вообще так вкусно. Это реально топ. Это очень вкусно. Это вкуснее фанты. И так газировано, и такой... Пенка прям есть. Прям, ну, не знаю, ну прям очень вкусно. Наверное, какая-то пенка, да. Ой, вы почувствовали, как вкусно, да? Чокнемся. Мы тут, значит, нагулялись полвечера. Смотрите, мы открыли щелочку цель, чтобы коты вышли. Один кот, точнее. Один кот вышел. Вот один кот, он как сидел, так сидит и лежал. И вот второй кот. То есть я думала, их 3, а их 4. А тебя мы даже не видели. И это, пупсики. Пупсик. Пупсик. Ты чего тут остался? Это за эту комнату мы заплатили. А ты не платил. Ну что, договариваться будем? Прошел день, ночь. И мне кажется, мы подружились. Аккуратно, аккуратно, не упади. Подружились с этим котом. Мы гладимся, он так приходит, я боюсь, думала, что он меня цапнет. А он вообще такой вообще мурчуль. И так вот его гладь везде. И так вот он такой сладкий, так лапку на меня положил. Короче, любовь. Вчера я не очень была... Ну, не очень как-то хотела его гладить, потому что я боялась. Думала, он что, как грызнет. Так, я тебя держу, но ты не падай. Держу его голову, чтобы не упал. А он вообще... А он сегодня забежал, потому что мы его не пускали. Он сегодня забежал, у нас даже не было шансов. И все, и остался. И давай его гладить, и мурчит. И вот так вот ложится. Ну, давай пожалеемся.